Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить невероятно нежный, насыщенный и ароматный шоколадный чизкейк Сан-Себастьян с мягкой текстурой, карамельной корочкой и глубоким вкусом темного шоколада. А в конце видео я покажу, как превратить его в настоящий десерт по мотивам торта Шварцвальд с вишневым конфитюром и воздушным крем-чизом. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Начнем с подготовки формы. Берем разъемную форму диаметром 18 см с бортиками высотой не менее 7-8 см. Теперь нам понадобится пергамент, один большой или несколько листов меньшего размера. Листы пергамента нужно слегка намочить под водой, отжать и выстелить ими дно и бока формы. Мокрый пергамент становится податливым и легко принимает нужную форму. Подготовленную форму пока отставляем в сторону. А сами займемся основой чизкейка. А основа чизкейка – это 500 граммов сливочного сыра. Я использую классическую Филадельфию, но подойдет и любой другой более бюджетный сливочный сыр. Главное, чтобы он был кремовый и чуть-чуть солоноватый. В сыр добавляем 150 граммов обычного сахара и пакетик ванильного сахара. Это, как правило, 10-15 граммов. С помощью миксера тщательно перемешиваем сливочный сыр с сахаром до получения гладкой и однородной сырной массы. Затем вливаем в сырную массу 300 мл сливок жирностью не менее 30%. Снова перемешиваем массу миксером до тех пор, пока она не станет шелковистой и очень нежной. Теперь нам понадобится 4 яйца. Я использую яйца категории S1. По одному вводим яйца в сливочно-сырную массу, каждый раз тщательно перемешивая смесь с помощью миксера. Главное не торопиться, чтобы масса получилась гладкой, однородной и без комочков. Когда сырная основа готова, берем сито и через него добавляем в миску 25 граммов крахмала или муки и 20 граммов какао, желательно качественного, поскольку от этого во многом зависит вкус готового чизкейка. Снова перемешиваем сырную массу с помощью миксера до однородности. Теперь нам понадобится 200 граммов черного шоколада, который необходимо растопить любым удобным для вас способом, например, на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Растопленный шоколад выливаем в сырную массу и тщательно все перемешиваем с помощью все того же миксера до однородности. Чтобы масса получилась максимально однородной, можно и даже нужно несколько раз собрать лопаткой остатки массы со стенок миски. Получившуюся сырно-шоколадную массу переливаем в подготовленную в самом начале форму. Слегка встряхиваем или перемешиваем лопаткой массу в форме, чтобы вышли пузырьки воздуха и смесь разровнялась. Ставим форму в разогретую духовку и выпекаем чизкейк при температуре 200-220 градусов около 35-45 минут. Очень важно не передержать чизкейк в духовке. Он должен оставаться подвижным, то есть слегка дрожать как желе под характерной пригоревшей корочкой сверху. Готовый чизкейк оставляем в форме на столе до полного остывания. В процессе остывания он опустится, это нормально, так и должно быть. Затем, не доставая чизкейк из формы, накрываем его пленкой и убираем в холодильник как минимум на 5-6 часов, а лучше на ночь. После охлаждения чизкейк полностью стабилизируется и становится плотным, кремовым и невероятно вкусным. На этом этапе его уже можно подавать. Классический шоколадный чизкейк Сан-Себастьян полностью готов. Но если хочется сделать десерт праздничным, можно добавить несколько акцентов и превратить его в сырную вариацию Шварцвальда. Для этого нам нужно приготовить вишневый конфитюр. Я для этого буду использовать 200 граммов вишневого варенья, но лучше использовать свежую или замороженную вишню. В этом случае в вишню нужно по вкусу добавить сахар. Теперь берем 100 мл воды, в которую нужно добавить 15 граммов крахмала, у меня кукурузный. Тщательно перемешиваем воду с крахмалом, чтобы последний полностью растворился. Вливаем крахмальную воду в вишневое варенье или смесь вишни с сахаром. Ставим сотейник на минимальный уровень нагрева и при постоянном помешивании доводим конфитюр до кипения.
а затем провариваем его на протяжении 1-2 минут, чтобы гарантированно убрать крахмальный привкус. Готовый конфитюр переливаем в миску, затягиваем пищевой пленкой и оставляем остывать. В идеале его затем нужно убрать в холодильник, чтобы он остался максимально плотным и удобным для нанесения. Я этого не сделала, поэтому конфитюр у меня получился более жидким, чем нужно, но это не критично. Когда конфитюр остыл, достаем наш чизкейк из холодильника и выкладываем наш вишневый конфитюр на него сверху, стараясь распределить его по всей поверхности чизкейка. Теперь нужно приготовить крем-чиз. Для этого в миске соединяем 150-175 граммов сливочного сыра, не обязательно Филадельфию, можно использовать любой другой, 50 граммов сахарной пудры и 100 мл сливок жирностью от 30%. Миксером взбиваем массу на протяжении 4-5 минут до получения плотной, но при этом воздушной консистенции. Получившийся крем-чиз выкладываем на чизкейк поверх вишневого конфитюра. Крем-чиз можно нанести неаккуратно, чтобы оставались легкие волны. Так десерт выглядит еще аппетитнее. Затем украшаем десерт шоколадной стружкой и коктейльной вишней. По желанию можно поменять порядок слоев. Сначала крем, а потом конфитюр. В этом случае конфитюр не только придаст чизкейку характерную кислинку, но и послужит украшением десерта. И все, перед нами невероятный баскский шоколадный чизкейк Шварцвальд. Снаружи характерная карамельная корочка, внутри бархатный шоколадный крем, дополненный ярко-вишневой освежающей кислинкой и обволакивающей нежностью крем-чиза, которые делают вкус этого десерта идеально сбалансированным. Каждая ложка шоколадного чизкейка Сан-Себастьян – это богатство вкуса, нежность текстуры и пленяющий шоколадно-сливочно-вишневый аромат. Он буквально тает во рту, оставляя насыщенное послевкусие настоящего шоколада и легкую нотку ягодной свежести. А еще он очень сытный, поэтому даже такого небольшого по размерам десерта хватит на достаточно большую компанию. Обязательно приготовьте этот чизкейк своим родным и близким, чтобы и они смогли насладиться каждым кусочком этого шоколадного чуда. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!